Привет! Долина тени смерти. Откуда такое страшное название? Какое отношение это место имеет к царю Давиду и, главное, к смерти Иисуса? Обо всем об этом сегодня. Справа от нас Илионская гора, а слева старый город Иерусалим и единственные замурованные ворота, которые когда-то вели в Иерусалим. Золотые ворота. Но это другая история. Между этими возвышенностями лежит долина. Та долина, которая в Библии именуется долиной смерти. Но у этой долины есть еще три названия: Кедронская долина, долина царя и долина Йосфата. Долина начинается здесь, у Иерусалимских холмов, и спускается на протяжении 32 километров до Мертвого моря, которое находится на 436 метров ниже уровня Мирового океана. Обратите внимание, что долина начинается у стен старого города. За этими воротами находится Храмовая гора, где находился Ковчег Завета, и продолжается вниз, туда, где были уничтожены Богом 5 греховных городов равнины, в том числе Содом и Гоморра. Поэтому не случайно эта долина ассоциируется с физическим и духовным падением. Долина тени смерти. Это не просто камни, это большое еврейское кладбище времен царя Давида. То есть этому кладбищу 3000 лет. И здесь захоронено порядка 150 тысяч человек. Кладбище это действует до сих пор, и это самое дорогое кладбище в мире. Почему? Потому что, согласно преданию, Мессия войдет в Иерусалим через Золотые ворота, и мертвые, захороненные в непосредственной близости к Храмовой горе, воскреснут. И вы знаете, здесь есть очень важные с библейской точки зрения захоронения. Идемте смотреть. Самый грандиозный монумент здесь – это столб Авессалома. В Библии написано: «При жизни своей Авессалом поставил себе памятник в долине Царской, ибо сказал: нет у меня сына, который сохранил бы память об имени моем. И дал он памятнику свое имя, и до сего дня он называется памятником Авессалому». В течение многих веков считалось, что это именно тот памятник, и, возможно, даже гробница Авессалома, который был бунтарским сыном царя Давида и отрицательным персонажем в библейской истории. Но последние археологические исследования показали, что это сооружение не относится к периоду жизни царя Давида и его сына Авессалома, а датируется периодом жизни Иисуса, то есть ему 2000 лет. Так кто же здесь похоронен? Вот здесь вверху есть надпись на греческом языке, которая гласит: это могила Захарии, мученика, святого, священника, отца Иоанна Крестителя. Однако эта надпись сделана примерно на 300 лет позже возведения этого монумента и смерти Захарии. Поэтому о достоверности этой надписи судить сложно. А по другой версии, здесь был захоронен еврейский царь Ирод Агриппа II, внук Ирода Великого. Одним из подтверждений этой версии является архитектура памятника, практически повторяющая монумент захоронения царя Ирода Великого. Мы продолжаем спускаться в Кедронскую долину. Смотрите, здесь везде захоронения.
Посмотрите на этот монумент. Он был высечен прямо в скале. Впечатляет, не правда ли? Кто здесь был похоронен, мы не знаем. Вы знаете, этот памятник я нашла просто в ужасном состоянии. Все стены исписаны современным ивритом. И это на самом деле ужасно. Я спущусь здесь. Этот комплекс называется гробница Захария. Имя Захария было довольно распространено в библейские времена. И в Библии упоминается более 30 персонажей с именем Захария. И какому Захарию принадлежит эта гробница, мы не знаем. А вот следующее захоронение, которое находится рядом, мы абсолютно точно знаем, кому оно принадлежит. Пойдемте посмотрим. Посмотрите на этот прекрасный балкон, вырубленный в скале. Здесь, напротив священной горы Мурия, похоронены священники Иерусалимского храма семьи Хезира, которая происходит из племени Леви, потомков Аарона, брата Моисея. Закрыто. Жалко. Ну, в общем, ребята, к сожалению, мы не покажем вам, как выглядела эта гробница изнутри. Вы знаете, я надеялась, что у нас будет возможность войти в эту гробницу и своими глазами увидеть, как выглядит место захоронения этой семьи, упомянутой в Библии, священников Иерусалимского храма времен Иисуса. Но, видимо, в другой раз. Мы продолжаем идти дальше, и впереди нас ждет нечто интересное. Видите вот этот домик? Это гробница времени царя Соломона. Гробница, которой 3000 лет. Она отличается от других гробниц, которые мы видели. В своем первоначальном виде она не сохранилась. Над ней была пирамида. Почему пирамида? Эксперты считают, что здесь была захоронена египтянка, жена царя Соломона. Каким образом Соломону угораздило жениться на египтянке, дочери фараона? У меня есть отдельное видео. Ссылку оставлю где-то здесь наверху и в описании к этому видео. Вполне возможно, что это место еще при жизни египетской жены Соломона служило местом языческого культа. Как мы знаем, Соломон был довольно любвеобилен, и в его гареме было множество жен из разных культур. Аммонитянки, моавитянки, эдомитянки. Господь предупреждал народ Израиля не вступать с ними в брак, потому что они исказят ваше сердце, чтобы следовать за их богами. Но Соломон не послушал. Для этих жен Соломон строил храмы, где они справляли свои религиозные культы и приносили жертвы своим богам. И, возможно, эта гробница когда-то была таким храмом, упомянутым в книге Царей. Чем еще знаменита эта долина? Это та долина, которую Иисус должен был пересечь после его предательства в Гефсиманском саду. И это та же долина, о которой говорит Давид в 23-м псалме. «И царь перешел поток Кедрон,
и пошел весь народ по дороге к пустыне. Подпишитесь на канал, чтобы узнать все самое интересное об Израиле.